Сегодняшняя ловля будет посвящена ультралайтовой ловле на реке Северский Донец. Я постараюсь вам дать небольшие советы. По ходу ловли буду подстраиваться, подбирать приманки, подбирать проводки. И надеюсь, что-то полезное из этого ролика вы себе возьмете. У меня есть полдня для того, чтобы половить на реке. Я взял с собой ультралайт, потому что я знаю, что на ультралайт я смогу почувствовать поклевки и поймать хотя бы пару-тройку хвостов. Поэтому всем приятного просмотра. Посмотрим, кто живет под мостом. Ну, кто там? Окунь. Маленький окунек. Там стайка стоит. Сейчас, я думаю, я сразу же поймаю еще одного. Делаем заброс на плиту, ложим на дно. Легкое шевеление и окунь здесь. О, слетел. Делаем заброс на плиту. Легкое шевеление. Делаем заброс на плиту. Оп. И кто там у нас? И окунь. Мелкие окуня клюют один за одним с моста. Посмотрим, может тут покрупнее есть с другой стороны. Вот она. Порка. Тут мусора немножко нанесло. Ну, ладно. Ого. Ого. Ну это уже покрупнее. Опа! Я же сказал, что на этой опоре крупнее окуня держится. Так и есть. Крупненький. Сейчас еще попробуем заловить кого-то здесь. Ого! Еще один, друзья. Смотрите, палка в дугу. Еще такой же. Опа! Это его братец, такой же окунь. Опускаю аккуратненько в воду его. Еще раз пробуем. Блин, только кинул. Третий. Это чуть-чуть меньше. Но не самый мелкий. Сам слился. Ну еще разок попробуем под опорку. Все, 3 окуня. Больше не хочет. Друзья, такое шикарное место я не мог обойти стороной. Это отличное место для ловли ультралайтом. Пляжик такой. Сразу здесь глубина 1,5 метра. И там уже купальщики выбили такое песчаная ванночка такая песчаная. И вот на этой ванночке я вижу в толще очень много уклейки плавает. Сейчас я попробую здесь сделать забросы на вольфрамовый микроджигрих 1 грамм и приманку Crazy Fish Polaris в цвете оливка. Вот, друзья, такая приманка и грузик вольфрамовый микроджигрих.
Эта приманка будет вода чистая, оливковый цвет будет хорошо заметен, более натуральная расцветка, и палочка даст небольшое мерцание на солнце. Вот такого небольшого окуня я поймал в приглядку. Вода чистая, одел поляризационные очки, как всегда, они мне в помощь. И небольшая рыбка. Сейчас мы ее аккуратно отпустим. И попробуем еще поймать. Сейчас хочу сделать эксперимент. Поставил Bait Breeze Fishtail Ringer. Как по мне, это более съедобная резина. И попробую на нее, будет ли какая-то разница или нет. Сейчас мы с вами это все проверим. Продолжаем рыбалку. Вот, друзья, непонятно, что случилось. Щука вздутая лежит. Вот она, щучка вздутая. Бывают что такие случаи, что в пасти какой-то воблер застрял. Здесь у нее ничего нет. Понятно. Сейчас я нахожусь на заливе. Опа, есть. Глубина здесь большая. И песчаный залив. И вот смотрите, что у нас тут. Такая вот рыба. Мега окунь. На трубейт. Трубейт фиштейл. Оливка с блесками. Приманка номер 1. По летнему окуню. Жалко, что уже эти приманки не выпускают. Вообще в этом заливе глубина до 8 метров. Здесь когда-то работал земснаряд. И очень хорошая такая здесь глубинка. Ну как-то вот зимой здесь, кажется, большая глубина. Должна рыба держаться. И здесь обычно она почему-то не держится. То ли кормовая база не подходит. В основном здесь мелкий окунь. Ну, я ловил еще и щучек тоже небольших. Небольшой окунь. Клюнул почти в самом берегу. Вот такой матрос. Соблазнился на приманку Fishtail Ringer. На весе 1,2 грамма вольфрам. Почти в самом берегу. Вышел на небольшую косу. Попробую здесь половить. Вот здесь сейчас и попробую. Такой спуск к воде. Кто-то сделал ступеньки, видно, ловили на фидер или на донки. Ну и здесь тенечек, красота. Купальщиков нет. Это радует. Поэтому это наше место, где мы можем что-нибудь поймать. Попробуем. Вот был бы лайт, я сейчас бы под противоположный, он туда под островок бы забросил, на свал. Но пока что ловлю микроджигом в берегу. Сегодня тема микроджига. Больше поклевок, больше рыбы. Опа, друзья, была поклевочка. Кто-то тюбнул, но не доел. Скорее всего, был это мелкий окунь.
дюб-дюб и все, и бросил. Хотя могла быть это и красноперка, потому что часто на трубейт, вот этот именно в оливке, у меня попадались такие вот рыбы, как красноперка, плотва, голавлик. Даже ласкиря ловил. С его маленьким таким ротиком все равно удавалось поймать. Этот цвет нравится всем. Опа, есть. В самом-самом берегу. Такой жадный. Так это еще хороший окунь. Поклевка хорошая. И тюкнул. Вот, смотрите, ладошка. Ладошака. И смотрите, как он приманку сложил. Сложил ее вдвое и аккуратно взял. Крючочек небольшой. 8 номер. Ну, он жадно съел. Посмотрим, стаянный он или нет. Сейчас то же место, где была поклевка, сразу нужно бросать. Уже ближе к берегу поклевка произошла. Но тут под берегом глубина 2 метра. Вот где-то здесь. Сейчас посмотрим, повторит или нет. Обычно самый крупный стаи первый хватает, а потом может мелкий добить. Все, одиночный, друзья. Вот сегодня почему-то рыба ловится, но везде она одиночная. Там окунь, там окунь. Стайного нету. Почему-то. Еще и ветер усилился. Задул ветерок. Я сейчас здесь попробую. Обловлю. У меня сегодня цель активное перемещение. Ловля активной рыбы. Вот 3 заброса сделал в этом направлении. Сейчас левее брошу и буду перемещаться. Опа, есть. Как я вам и говорил. Уже поменьше. Ну, скорее всего, это с той же стайки, только уже смотрите. Размерчик крохотный. Все тот же трубейт в оливке. Стянул приманку. И схавал. Ну все. 2 рыбы, это уже отлично со стайки. И тут меня отдыхающие нашли. Я от них скрываюсь, а они за мной. Взяли катамаранги и преследуют меня. Попробую здесь в тенечке под нависшими деревьями. Здесь, правда, много упавших веток. Места окуневые, но можно зацепиться. Вышел окунь небольшой. А вот и покрупнее подошли ребята. Опа. Приглядку поймал, друзья. Опять же очки. Поляризационные очки очень нужны. Уже хотел выматывать, доставать приманку. А тут окуня подошли. Прямо уже в ногах. Попробуем повторить. Опа. Еще один. Еще один матросик. Пробуем повторить. Касание одна. Ух ты, там ест. Там кто-то ест меня. Ух. Я увидел там окуней. Они сбежались. Там, походу, есть и покрупнее кто-то. Опа. Подбежали. Сейчас будет поклевка, скорее всего. Это очень маленький окуня. Ну, клюнул. Кстати,
нормальный размер. Такой окунишка. В самом-самом берегу уже начал делать высокие подбросы. И они откуда-то не возьмись появились. Пробую таким же способом, с высокими подбросами, только приманить его с большого расстояния. Ну, вон они там забегали. Но не клюют. Ну-ка, немножко правее. Был зацеп за кувшинку. Я в своих роликах пытаюсь давать какие-нибудь советы по ловле рыбы или свои лайфхаки. И вот на сегодняшней рыбалке летом, когда большая жара, я бы вам, друзья, советовал с собой иметь вот такой вот крем против загара. Это очень такая вещь, которая я без нее просто сейчас не могу находиться на реке. У меня сразу облазит нос. Совет, какой крем использовать. Главное, чтобы стояла циферка защита 70, друзья. Если возьмете 45, 50, 65, это все слабое. Вот должна быть циферка 70 обязательно быть. Это коэффициент защиты такой. И когда стоит цифра 70, это максимальная защита. Я сегодня в футболке, вот руки намазал, шею намазал, ну и лицо полностью обмазываю. И второй, немаловажное, чтобы у вас была надежная защита от комаров и клещей. У меня это спрей Off Extreme. Вот такой, друзья. Это уже проверенный годами. Опять же, не рекламирую, но советую. Вот этот спрей, он отлично защищает от комаров. Сейчас, когда я нахожусь на реке Северский Донец, я ищу более тенистые участки. Ну и в тени укрыться от солнца, с комфортом ловить. И там же присутствуют, конечно, и комары в траве, их там очень много. И я когда спрей этот нанес, я уже не бьюсь, вот так вот не стою. Все, комфортно рыбачу. Вот такие небольшие советы, друзья. Я думаю, они вам пригодятся. Еще хотел бы, друзья, дать вам такой совет, но это, скорее всего, больше новичкам. Вот на речке сейчас много травы. И ловить большим весом в траве, а груз будет проваливаться, и у вас не получится провести приманку, вы будете ее обрывать, цеплять. Даже если не обрывать, если у вас будет толще поводок, то будете просто на нее цеплять траву, и вы не поймаете рыбу. Нужно уменьшаться до самого легкого веса. Ну, не самого легкого, ну, скажем так, вот у меня сейчас стоит 1,5 грамма. На реке Северский Донец, вот с таким вот течением, как река Северский Донец, этот вес оптимально подходит для ловли на течении. Но чтобы его правильно провести, вы должны забросить приманку вверх по течению, а проводку делать вниз. Потому что если мы сейчас бросим и начнем против течения ее вести, то с таким легким весом она просто не опустится на дно. И будет она идти против травы, и будет собирать все равно траву. Вот, делаем заброс вверх по течению. Сразу натягиваем ниточку нашу. Смотрим на кончик или в руку, ждем, когда приманка коснется дна. Вот она коснулась дна, делаем подрывы и начинаем проводку. Поставил сейчас вольфрамовый микроджигриг палочку и имитацию личинки стрекозы Fish Up Dragonfly. Вот. Я думаю, палочка вольфрамовая не даст приманке сильно проваливаться в траву, ну и будет мерцать. При этом приманивать рыбу с большого расстояния. Вот сделал заброс в ту же точку, где был обрыв. Глубина здесь русло, но глубина такая 1,5 метра. Место интересное. Я весной здесь ловил крупных окуней. Здесь вот, где сейчас я стою, и немного ниже там, ловил я хороших окуней весной. Тогда еще трава не была поднята, а сейчас травы много. И просто из-за того, что много травы, рыбе тяжело заметить нашу приманку. Она стоит там под кувшинкой в траве окунь. Вот нужно вести в толще, поднимать ее повыше, мерцать, какую-то такую приманку подбирать. Ну и, конечно, еще заставить этого окуня подняться, чтобы он за ней поднялся. Все это уже очень сложно.
травой с этой. И вот не забывайте, друзья, летом, особенно вот в самом берегу в ногах, если у вас там глубина позволяет, пробуйте в самых ногах ловить. Часто окунь стоит в самом берегу, особенно если там какие-то ветки, завал, там держится. А вот, друзья, смотрите, здесь я только что ловил, здесь хороший, удобный подход к речке. А вот здесь непролазная такая чаща, ветки, здесь никто не будет бросать. А я сейчас пойду туда и попытаюсь сделать заброс. Если вы смотрели 5 советов о том, как поймать окуня, я там говорил, что ищите такие труднодоступные места, где они не запрессованы, где народ не ловит. Вот сейчас я буду туда пробираться. Ну, здесь уже, конечно, моя ультралайтовая финка 1,91 м будет в самый раз. Ну вот я подошел в это место. Не знаю, здесь вот в берегу в самом. Попробовать. Опять же, я в очках, тут все вижу, контролирую. Никто не вышел. А, вышел, смотрите. Опа! Вышел, сошел, окунь резко выскочил. Ну что я хочу сказать, друзья. Спасибо, что вы есть. Подписывайтесь на канал Spinning Only. До новых встреч!